Хайп находится в полном режиме паники. Американские СМИ не просто удивлены, они ошеломлены, потому что что-то взорвалось буквально из ниоткуда. И Ким Тайон стоит прямо в эпицентре этого взрыва. Это необычный тренд. Это структурный разрыв. То, что сейчас ломает долгосрочную внутреннюю дорожную карту Хайп, контроль над таймлайном, который они оберегали в тишине больше 3 лет. Аналитики американской индустрии развлечений называют этот момент предшоком 2026 года. И самое пугающее – дело не в музыке. Это произошло из-за глобальной силы бренда Тайона. Внезапный скачок визуального влияния Тайона взорвал интернет по всему миру, вызвав волну эффектов, которую никто не предсказал. Интернет дестабилизировался, и аналитики утверждают, что такие паттерны возникают только перед крупными сдвигами власти в мировой индустрии развлечений. Это начало оси слухов, проект 2026. Фанаты верят, что Тайон случайно запустил цепную реакцию, которая может изменить будущее камбэка BTS. И Хайп знает это, потому что сегодня Тайон не просто в трендах, он захватывает городские небосводы. Билборды с Тайоном для Tertier и Yun-End внезапно появились повсюду, словно глобальная координированная операция. Сеул, Токио, Париж, Нью-Йорк, столицы, огромные экраны. Абсолютное доминирование. Мир был поражен визуально, тихое мировое поглощение. Лицо Тайона в красных, черных и глубоких элитных оттенках стало новой корпоративной эстетикой влияния. Эта компания объявила новую эру. Тайон не просто айдол, он глобальный люксовый бренд. Tertier назначил его глобальным амбассадором. Yun-End последовал за ним и сделал его главным лицом премиальной международной стратегии. Это необычное использование бренда. Это война элитного бренд-маркетинга. В Сеуле гигантские красные билборды Tertier возвышались как сигнальные ташни. Фанаты начали называть этот момент «эрой Тайона», потому что каждый угол города был пропитан его аурой. Соцсети взорвались. Фандомы из Перу, Филиппин, Индонезии, Японии публиковали фото и видео, показывая Тайона с разных локаций. Один крупный аккаунт написал: «Ваш выбор Ви – это самое красивое решение, которое ваша компания когда-либо принимала». Этот пост вызвал огромный резонанс на X. В Японии Yun-End разместил эксклюзивный билборд с Тайоном в красной кожаной куртке. Японские СМИ назвали это самым идеальным эстетическим моментом, когда-либо запечатленным. Вирусное видео 47-секундного билборда в Сеуле фаны назвали самой художественной рекламой года. Тем временем компания Tertier Mask Fit Red Cushion стала неудержимой после публикации визуалов. Продажи взлетели, магазины заполнились, онлайн-заказы зависли. Люди признались, что пришли только из-за лица Тайона. Хэштеги «Сайсингстер» и «Тайюнг» держались в мировых трендах несколько часов. Миллионы впечатлений накапливались как лавина. Это не просто влияние, это глобальная визуальная монополия. Аналитики подтверждают, личная стоимость бренда Тайона теперь превышает рамки стандартной кей-поп-категории. Он становится культурной иконой на уровне мировых люксовых гигантов. Некоторые билборды показывали не статичные изображения, а кинематографические петли. Люди буквально останавливались в Мёндоне и поднимали головы вверх, словно в молчном ритуале современного поклонения. Международные фанаты тоже присоединились. Перу, Таиланд, Филиппины. Они устанавливали свои билборды. Даже Таймс-сквер был забронирован только чтобы отпраздновать Тайона. Фан-база из Филиппин опубликовала 3 билборда и написала «Ким Тайон повсюду». Эти слова становятся глобальным лозунгом, неофициальным пророчеством. И именно это пугает Хайп. Тайон доказал нечто опасное. Ему не нужна песня, чтобы захватить мир. Его образ способен переписать рынок. Американские СМИ следят за ситуацией очень внимательно. 2026 год не будет обычным камбэком. 2026 – это год, когда Тайон становится глобальной силой с разрешением Хайп или без. Хайп боится не потери денег. Хайп боится потери контроля.
Потому что если один артист способен управлять поведением мировой аудитории без музыки, без интервью, без шоу, корпоративная структура рушится, система переворачивается. Артист становится экономикой, а не компания. Аналитики из Нью-Йорка признали, впервые в истории корейской культуры визуальная кампания изменила приоритеты мирового рынка менее чем за 72 часа. Западные маркетинговые агентства называют Тайона самым опасным диким фактором в сфере развлечений. Он способен запустить глобальное движение без расписания, без анонсов, без релизов. Журналисты называют его тихим глобальным оружием влияния. Если так продолжится, 2026 разрушит иерархию кей-поп всегда и поднимет Тайона в пантеон элитных мировых звезд, сравнимых с голливудскими, но с большим влиянием благодаря преданности фанатов. Даже инвесторы наблюдают за этим явлением, потому что такой взрыв популярности обычно бывает только в праздничный период, но Тайон создал его в нейтральный период, что означает, эффект исходит исключительно от его ауры. Инсайдеры утверждают, что хайп боялась именно этого. Тайон становится независимым глобальным брендом вне контроля компании. Сценарий, который они хотели отсрочить до окончания службы, возможно, уже начался. Фанаты уверены, что волна билбордов – это начало тихого цикла восстания 2026, где Тайон захватывает моду, люкс, красоту, медиа, визуальное искусство и кино до взрыва музыки. Аналитики согласны. Сила Тайона – не вирусняность, это магнетизм. Его образ вызывает желание на инстинктивном уровне. Это нельзя спроектировать. Это естественное доминирование. Этот момент кажется необратимым. Хайп больше не может замедлить, изменить или остановить это. Это не рекламная кампания. Это предупредительный стрел. Тайон только что изменил поле битвы, и мир почувствовал толчок. СМИ готовят глубокие расследования не о рекламе, а о том, как Тайон способен вызвать глобальное потрясение молчанием и присутствием. Потому что логически такой эффект требует огромной индустриальной машины, а Тайон сделал это тишиной. Инсайдеры шепчут, что Тайон открыл пост-айдольскую эру, где артист не ждет камбэка, не зависит от компании. Артист и есть экономика. Хайп строила крепость контроля годами, но волна билбордов пробила ее насквозь. Тайон больше не артист внутри системы. Он — глобальная сила сверху системы. И мир понял это мгновенно. Фанаты затаили дыхание, потому что если одни визуалы вызвали такой хаос, что же произойдет, когда Тайон вернется с полноценным камбэком, кинематографическим MV, саундтреками, мировым контентом или голливудским проектом? Масштаб немыслим. Фанаты называют это первым ударом, началом тихой войны влияния. И нравится хайп это или нет, это только начало. Тайон еще даже не сделал шаг, а мировая структура уже начала смещаться.